Всем привет! Меня зовут Наталья, вы находитесь на моем канале «Все в жизни связано», и сегодняшний видеоурок мой будет посвящен вязанию вот такой вот сумки, которая называется на просторах интернета совершенно по-разному. Она имеет очень много названий, такие как зигзаг, магнолия, лилия, тюльпан и так далее. Эти названия она получила за счет своей формы, которые напоминают все эти названия, которые я перечислила. Зигзаг, потому что у нее вот такая форма, а лилия, магнолия, тюльпан, из-за того, что когда ее открываешь и отбрасываются ее вот так вот края, они напоминают раскрытый цветок. Эта сумка шопер, она очень универсальная и удобная. Ее можно использовать как для похода в магазин, как для выхода на природу, как просто прогуляться по городу, так и как пляжный вариант. Она подойдет буквально для разных случаев. Значит, ручки у нее оптимальной длины, которую можно носить просто в руке, просто на локте, либо на плече. Очень будет удобно. Связана она из рафии. Я ее вязала из турецкой рафии Фибронатура. И ушло на нее 4 моточка рафии. Ее можно вязать как в одном цвете, так и комбинировать цвета, но в общей сложности приблизительно 400 моточков будет 4 моточка будет уходить. Значит, вязать можно что понадобится: крючок либо размер троечка, либо размер 3,5. Если троечка будет поплотнее, если 3,5 будет посвободнее, если немножко. Можно любым на ваше усмотрение. Свяжите образец, посмотрите, как вам больше нравится. Также для вязания этой сумки еще нам понадобится игла с широким ушком. Это потом уже для пришивания петель. И, конечно же, рафия. Все, больше ничего не нужно. И мы можем с вами переходить непосредственно к ее вязанию, к ее исполнению. Вот рафия, из которой буду вязать сумку. Это турецкая рафия, производитель Турция. Называется Фибронатура. Состав у нее, как они пишут, 100% целлюлоза. И метраж у нее вот в этой бобинке 90 метров. Значит, у меня будет сумка двух цветов. Это карамель и корица я буду сочетать. И вязать я буду для большей прочности и надежности крючком 3,5 и в 2 нити. Она будет прочнее, в 2 нити будет прочнее и не так будет деформироваться и лучше держать форму. Значит, по расходу и по количеству я вам скажу, когда сумка будет готова. Я как раз в ходе вязания это выясню. И в конце видео, когда сумка будет готова, скажу вам расход этой пряжи. Приступаем к вязанию. Итак, приступаем к вязанию. Начинать мы будем с донышка. Донышко у нас будет квадратной формы. Заодно мы научимся вязать квадрат, еще его называют бабушкин квадрат. Этот квадрат может служить не только донышком для сумок, корзин, но также можно из отдельных мотивов квадратной формы вязать очень разные вещи. Например, ковры, пледы, даже кардиганы, пальто, свитера и так далее. В общем, это основа. Ее нужно все равно знать и уметь, как вязать. Значит, делаем с вами скользящее кольцо. Провязываем, захватываем нить, провязываем столбик без накида. И одну воздушную петлю. Это у нас будет считаться за первый столбик с накидом. Снимаем кольцо и дальше провязываем еще один столбик с накидом теперь уже. Это мы вяжем с вами первый ряд. Так, это у нас начало первой стеночки нашего квадрата. Далее мы провязываем 2 воздушные петли. Воздушные петли у нас формируют угол.
квадрата. Далее снова провязываем 2 столбика с накидом. 1 и еще раз 2. Снова 2 воздушные петли, второй угол формируем. Снова 2 столбика с накидом. 1, 2. Третий угол формируем. 2 воздушные петли провязали. Еще раз 2 столбика с накидом. 1 и 2. Снова 2 воздушные петли. И будем соединять наше вязание в круг. Для этого нам нужно для начала подтянуть наше кольцо для того, чтобы не было дырочки или она была минимальная. Таким образом. И соединяем наше вязание. Значит, у нас было с вами, мы первоначально провязали столбик без накида и 1 воздушную петлю. Так вот, в эту воздушную петлю мы вводим крючок, выводим нить и соединительным столбиком соединяем наше вязание. Вот у нас уже наметился квадрат. Вот эти по 2 столбика с накидом — это стеночки у нас идут, и вот эти отверстия, дырочки — это у нас углы идут. Переходим к вязанию второго ряда. Делаем накид. И сюда же, где мы соединили, в это же отверстие провязываем 1 столбик с накидом. 1. И в следующую петлю провязываем 2 столбик с накидом. И вот мы дошли с вами до первого нашего угла. Значит, для того, чтобы у нас квадрат расширялся, нам нужно делать прибавки. Прибавки мы будем всегда делать в углах. Значит, мы провязываем 2 столбика с накидом в этот угол. 1 и 2. Дальше 2 воздушные петли. Это мы сам угол формируем. И сюда же еще 2 столбика с накидом. 1, 2. Ой, простите, это 1 был. И 2. Дальше здесь вяжем 2 столбика с накидом в каждую петлю. В одну и во вторую. Вот 1 столбик. И 2 столбик в следующую петлю. Так, вот мы дошли до второго угла. Делаем прибавки. 2 столбика с накидом в этот угол. 1. И 2. Две воздушные петли для формирования угла. И снова сюда же, вот сюда же, в это же отверстие, 2 столбика с накидом. 1 и 2. Снова 2 одинарных столбика вот в первую петлю предыдущего ряда. 1 и во вторую петлю предыдущего ряда. 2. Третий угол
Точно так же вяжем 2 столбика с накидом сначала в одно и то же отверстие, 1 и 2. 2 воздушные петли для формирования угла и сюда же 2 столбика с накидом еще раз. 1, 2. Снова наша сторона, где мы вяжем одинарные столбики. В первую петлю 1 столбик и во вторую петлю 1 столбик. И четвертый угол провязываем точно так же, как и предыдущие 3. 2 столбика с накидом в этот угол, 1 и второй. Две воздушные петли для формирования угла и еще раз 2 столбика с накидом, 1 и 2. И соединяем наше вязание во вторую под вторую петлю вводим крючок, вынимаем нить и соединительным столбиком соединяем. Вот смотрите, у нас уже начал формироваться квадрат, видите, и стеночки у нас постепенно расширяются. Рассказываю принцип, за счет чего они расширяются, если кто-то еще не уловил. Значит, в углах мы постоянно делаем прибавки. 2 столбика с одной стороны и 2 столбика с другой стороны. И у нас с каждым рядом каждая сторона будет длиннее на 4 столбика с накидом. То есть у нас в первом ряду было всего лишь 2 столбика с накидом в одной стороне, то во втором ряду у нас уже 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков с накидом за счет прибавок по 2 столбика с двух сторон. Так на каждой стороне. А 2 воздушные петли именно формируют вот эти дырочки, вот эти уголочки. Это принцип вязания квадрата. Я провяжу с вами еще один ряд, и дальше вы полностью все донышко будете вязать самостоятельно, потому что оно вяжется по одному и тому же принципу. Значит, раз у нас здесь было 6 столбиков с накидом, то в следующем ряду у нас уже будет 10 столбиков на стороне, потому что прибавится по 2 петли с двух сторон. Итак, продолжаем наше вязание. Сначала вяжем, у нас тут не полная сторона, вяжем 4 столбика с накидом. Только первый столбик, смотрите, вот сюда же, где у нас соединение произошло. Сюда, в эту же петлю мы вводим крючок. И вот первый столбик у нас с накидом. Дальше в следующую петлю идет второй столбик. В следующую петлю третий столбик. И в следующую четвертый столбик. Эта сторона у нас начинается неполная, поэтому мы ее заканчивать будем 2 столбиками еще. Значит, мы дошли до угла и теперь формируем прибавку 2 столбика с накидом. С одной стороны 1 и сюда же второй. Дальше для формирования угла 2 воздушные петли и 2 столбика с накидом с другой стороны. 1 и второй. Вот первый угол мы с вами сформировали. Теперь нам нужно провязать 6 столбиков с накидом по нашей ровной стороне. Смотрите, девочки, такой нюанс.
обязательно открывайте первую петлю, потому что за счет прибавок она закрывается, и если вы ее пропустите, то вы не выйдете на нужное количество столбиков, и у вас нарушится симметрия сторон. Итак, 6 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Вот мы дошли до второго угла и провязываем 2 столбика с накидом в угол. 1, 2, 2 воздушные петли и еще 2 столбика с накидом сюда же. 1, 2. Дальше 6 столбиков одинарных вяжем с накидом. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Старайтесь петли, то есть столбики всегда пересчитывать, чтобы у вас были ровные стеночки квадрата. Так, дошли до угла. Точно так же 2 столбика с накидом в угол вяжем. 1, 2. 2 воздушные петли. И сюда же, в этот же угол, еще 2 столбика с накидом. 1, 2. И еще 1/4 сторону нам нужно связать. 6 одинарных столбиков с накидом. Не забывайте про первую, освобождать ее. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И последний, 4-й угол. 2 столбика с накидом в угол. 1 и 2. 2 воздушные петли. И еще 2 столбика с накидом сюда же, в этот же угол. 1, 2. И вот наша первая сторона, которую мы начинали вязать, мы начинали ее с 4 столбиков с накидом, поэтому нам нужно еще довязать 2 столбика с накидом. 1 и 2. И вот во вторую петлю вводим крючок и соединительной петлей соединяем нашу сторону. Итак, сейчас я разровняю и покажу вам. Вот у нас получился уже вот квадрат, его уже видно. Значит, у нас каждая сторона, как я уже говорила, увеличивается
на 4 столбика. У нас в первом ряду было 2 столбика, во втором ряду 6 столбиков, в третьем ряду у нас уже 10 столбиков. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Значит, в четвертом ряду у вас уже будет 14 столбиков, в пятом ряду 18, в шестом ряду 22 и так далее. Дальше по этому же принципу вяжите донышко самостоятельно. Для этого вам понадобится 9-10 рядов. Приблизительно я так буду вязать. Когда провяжу, покажу вам, сколько рядов у меня получилось. Все, продолжаем вязать самостоятельно. Вот я довязала донышко. Я связала 10 рядов. У меня получилось. И в каждой стороне от последнего ряда у меня получилось 38 столбиков без накида. Значит, что я сделала? Нам нужно каждую сторону, для того, чтобы переходить к стенкам сумки, нам нужно каждую сторону разделить пополам. То есть у меня 38 петель, я по 19 отсчитала и между ними повесила маркер. Точно так же на каждой стороне. Вот. А на этой стороне, на которой у нас происходит стыковка, мы должны вот что сделать. Нам середина будет нужна для того, чтобы делать убавки. Поэтому нам нужно нашу стыковку нашего ряда передвинуть вот сюда, к этому углу. Что мы сделаем? Мы просто, вводя крючок в каждую петельку, провязываем соединительной петлей до конца этого ряда. Вот так вот, в каждую петлю и соединительной петлей проходим до конца ряда. Вот я провязала до конца ряда и эту сторону тоже разделила пополам маркером. Итак, приступаем к вязанию стенок сумки. Значит, принцип вязания донышка у нас был таков, что каждый ряд у нас расширялся и донышко становилось больше. Принцип вязания стенок сумки должен быть таким, чтобы они оставались из ряда в ряд одинаковыми по ширине. Поэтому прибавки мы будем делать так же точно в углах, как и вязали донышко, но одновременно с прибавками в середине мы будем делать убавление, для того, чтобы количество петель у нас не менялось. Итак, показываю, как мы будем делать. Значит, теперь у нас ряд будет начинаться с этого угла. Мы сначала провязываем один столбик без накида и плюс 1 воздушная петля. Это у нас будет считаться как один столбик с накидом. Дальше мы провязываем 2 воздушные петли для формирования угла и 2 столбика с накидом. 1, 2. Теперь мы должны провязать 16 столбиков одинарных с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16. Девочки, забыла сказать вам, обязательно, когда свяжете донышко, перед тем, как переходить к стенкам, нужно его выгладить, отпарить утюгом с паром, для того, чтобы оно было ровненькое, для того, чтобы потом удобно было, нигде не затягивало, не стягивало, удобно было переходить к стенкам. Потому что, когда вы свяжете стенки, отпаривать донышко уже будет неудобно. Итак, я провязала 16 столбиков с накидом. Что я делаю дальше? Дальше в середине каждой стороны у нас будет происходить убавление. Значит, сейчас я вяжу один столбик с накидом недовязанный. Вот так. Один раз всего провязала, и у меня осталось 2 петли на крючке. И второй столбик с накидом точно так же недовязанный. Вот у меня уже 3 петли на крючке. И теперь эти 3 петли я провязываю вместе. Таким образом мы убавили 1 столбик. Дальше вот эти 2 петли следующие, 1 и 2. С одной стороны маркера и с другой стороны маркера мы пропускаем. И в третью петлю вводим на крючок. Делаем предварительно накид. И в третью петлю вводим крючок и тоже провязываем 1 недовязанный столбик, 2 петли вот на крючке. Снова накид и в следующую петлю тоже 1 недовязанный столбик. Вот так 3 петли на крючке. И теперь эти 3 петли провязываем вместе. Таким образом мы в середине убавили 4 петли, потому что мы в углах с одной стороны и с другой стороны прибавляем по 2 петли, всего 4. Соответственно, в середине мы их должны убавить. Здесь мы убавили 1 столбик, здесь убавили 1 столбик, и посередине 2 мы не провязали. Соответственно, 4 столбика мы убавили. И вышли на то же количество петель, которое у нас было. Дальше до угла вяжем обычными столбиками с накидом. Дошла до угла. Угол провязываем точно так же, как и при вязании донышка. 2 столбика с накидом. Две воздушные петли. Два столбика с накидом. Дальше следующая сторона вяжется точно так же. Итак, вяжем 16 одинарных столбиков с накидом. Провязала 16 столбиков. Дальше делаем убавление. Накид и 2 столбика недовязанных. 1 накид и 2. И вот 3 петли вместе провязываем, пропускаем 2 петли, 1 и 2, и в третью петлю делаем накид и вводим крючок. Тоже недовязанный 1 столбик, и в следующую петлю еще 1 недовязанный, и провязываем 3 петли вместе. Все, убавка у нас произошла. Дальше до конца ряда вяжем одиночными столбиками с накидом.
Довязала до угла, и угол провязываем как обычно. Сначала 2 столбика с накидом. Теперь 2 воздушные петли. И снова 2 столбика с накидом. Девочки, при вязании стенок старайтесь контролировать количество петель, количество столбиков, для того, чтобы у вас не нарушилась симметрия сумочки, чтобы не была одна сторона шире, другая уже, и ее не повело и не перекосило. Итак, переходим к третьей стороне. Точно так же до серединки вяжем 16 столбиков с накидом. Дальше 16 петель провязала. Дальше 1 неполный столбик с накидом, 2 не полностью провязанный столбик с накидом, и провязываем 3 петли вместе, накид, 2 петли пропускаем в третью, вводим крючок, тоже 1 не полностью провязанный и 2 не полностью провязанный. И 3 петли провязываем вместе. До конца ряда 16 столбиков одинарных с накидом вяжем самостоятельно. Дальше у нас идет угол, как обычно, 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с накидом. И осталась у нас последняя, 4-я сторона. Вяжем 16 столбиков с накидом. Провязала 16 петель и делаем убавочки. Значит, делаем накид, недовязанный 1 столбик, снова накид, недовязанный 2 столбик и провязываем 3 петли вместе. Снова делаем накид и в третью петлю пропускаем 2 и в третью петлю вводим крючок и 1 недовязанный столбик и в следующую петлю 2 недовязанный столбик и 3 петли провязываем вместе. Дальше провязываем до конца ряда 16 столбиков с накидом, и я покажу, как мы ряд закончим. Итак, мы дошли до соединения ряда. Значит, мы, когда начинали ряд, провязывали здесь 1 столбик плюс воздушная петля, и теперь нам сюда нужно провязать еще 1 столбик с накидом. Вот я довязала до конца ряда, теперь мне нужно наш ряд соединить. Значит, мы начинали его с 1 столбика без накида плюс воздушная петля и считали его как за 1 столбик с накидом. Значит, теперь мы еще один, вот в предыдущий ряд должны провязать еще 1 столбик с накидом и в воздушную петлю соединительным столбиком соединить ряд. Воздушную петлю вот так соединяем ряд. Все.
Вот мы ряд наш соединили. Значит, мы провязали с вами первый ряд наших стенок. Все остальные ряды вяжутся по такому же принципу. Я еще с вами провяжу одну сторону, и дальше вы будете вязать сами. Итак, начинаем вязание с угла. В углу мы провязываем 1 столбик без накида и 1 воздушную петлю. Дальше мы провязываем 2 воздушные петли и 2 столбика с накидом. 1, 2. И дальше вяжем самостоятельно 16 столбиков с накидом до того момента, как нам нужно будет делать убавление. Вот я дошла до места убавок, и далее вяжем точно так же, как вязали в первом ряду. Делаем накид и провязываем столбик не полностью, а так, чтобы осталось на крючке 2 петли. Снова делаем накид, провязываем еще 1 столбик не полностью, и когда на крючке у нас 3 петли, мы их провязываем вместе. Дальше снова делаем накид, пропускаем 2 петли и в третью вводим крючок и провязываем столбик не полностью. Снова накид, следующую петлю крючок и еще 1 столбик не полностью. И когда на крючке 3 петли, мы их провязываем вместе. Вот у нас вторая убавка произошла. Вот такие у нас отверстия идут, когда мы вязали донышко, и такие же, где мы делали прибавки, и такие же, где мы делаем убавление. Тоже будут такие же отверстия. Все, дальше вяжите сумку самостоятельно. Она вяжется одинаково, никаких изменений не будет. Вяжите на такую высоту, на которую вам будет удобно или комфортно. Это приблизительно где-то 35-40 сантиметров. И насколько у вас рафии хватит. И встречаемся уже в конце вязания. Так, я довязала сумку уже полностью во всю длину. Значит, у меня получилось от начала вязания стенок у меня получилось 22 ряда я связала. И высоту у меня получилось по верхнему краю, по вот этому, от начала до конца приблизительно 43 сантиметра, а по короткому краю где-то 33 сантиметра. Вот в ширину, по-моему, тоже сейчас померю, по-моему, тоже 33 сантиметра получилось. Да, вот тоже 33 сантиметра получилось в ширину она. Такой очень удобный, оптимальный размер. Значит, ручки в этой сумке у меня тоже будут вязаные. Я вот одну ручку уже связала, пришила, а вторую покажу вам, как я вязала и как я пришивала. Значит, ручки я вязала в 2 нити из рафии. Так как у меня сумка сочетается из 2 разных оттенков, то ручки я вязала вот такие тоже комбинированные. И вязала их шнуром гусеничка. Я покажу, как они вяжутся, для тех, кто не знает. И еще такой нюанс. Я по краю, когда закончила, вот, чтобы было видно, покажу, обвязала край сумки рачьим шагом. Это делать не обязательно, это по желанию. Можно его вообще не обвязывать, оставить так, как есть. Я, например, сумки, которые из шнура вяжу, я их не обвязываю. А рафию решила обвязать. Кто захочет обвязать точно так же, но не знает этот способ обвязки рачий шаг, его можно найти в моих предыдущих видео, там, где я вязала сумку с круглым донышком в цвете тауп. Там я показываю подробно, как сделать вот эту обвязку рачий шаг. Ну вот,
Значит, все, основное у нас все готово. Да, кстати, еще такой нюанс, когда вы полностью связали сумку, ее обязательно нужно отпарить, потому что вы сами, ну, видели, что из рафии она получается слегка такая неправильной формы и помятая. А когда отпаривается, она становится идеальная, идеально ровная. Ну все, приступаем тогда к вязанию ручек. Буду показывать, как это делать. Итак, вязать я буду из рафии в 2 нити крючком 3,5. И еще отмерим где-то примерно так, сантиметров 25 нить, для того, чтобы потом этой нитью, вот этим кончиком пришить и зафиксировать ручку. И вязать начнем вот где-то вот с этого места. Приступаем. Сначала нам нужно связать воздушную петлю и еще 2 воздушные петли. 1, 2. Теперь мы вот так разворачиваем наше вязание и вот сюда стараемся под предыдущие 2 петли вот ввести крючок, вывести рабочую нить и провязать 2 петли вместе. Снова вот так разворачиваем. У нас рабочая нить вот сзади изделия, а мы разворачиваем вот так вот и под предыдущие вот 2 петли вводим крючок, вытягиваем нить рабочую и 2 петли провязываем вместе. Снова разворачиваем и вот сюда под эти 2 петли. Первое начало немножко сложное, а дальше потом уже идет легко. Ввели крючок, вытянули и провязали. Для того, чтобы легче провязывать, вот эти петли слишком не затягивайте. Вот снова вот так перевернули и под 2 петли ввели крючок, вытянули нить, ослабили слегка эти петли, вот так, и провязали вместе. И вот так постоянно переворачиваем и под 2 петли протягиваем нить и проворачиваем. Сейчас провяжу немного длину и покажу вам, что в итоге должно получиться. Вот так, 2 петли. Снова разворачиваем в одну и ту же сторону, все время поворачиваем от себя. Вытянули и провязали. Снова от себя под 2 петли ввели крючок, протянули, соскочила, секунду, вот под 2 петли ввела, протянула, 2 петли вместе провязала, снова перевернула, ввела крючок, вытянула и провязала. Еще развернула, ввела крючок, вытянула и провязала. Развернула, ввела крючок, вытянула и провязала. Развернула, вот поближе, вот их видно, эти 2 петли, вот они. Ввела под них, если вы не слишком будете затягивать, то очень легко вводить крючок будет. Вот так, развернула, ввела и провязала. И так
Вяжете до нужной вам длины. Вот так получается этот узор, этот шнур, который называется гусеничка. Вот такой плетеный. Вот у меня ручка связана этим шнуром. Ровных 7 петелек. Вяжем этот шнур размером 72 сантиметра. Потом, когда мы будем пришивать, он у нас с двух сторон подвернется, и ручка у нас станет 65 сантиметров. Это нормальный, оптимальный объем ручек, которые можно носить и в руке, и на сгибе локтя, и на плече. Так что сейчас вяжем шнур длиной 72 сантиметра. И потом я покажу вам, как я его пришивала. Вот я довязала нужную длину 72 сантиметра. Теперь с этой стороны тоже отмеряю вот такой же кусочек нити для того, чтобы пришить нашу ручку. Так, обрезаю основную нить и делаем узелок. Все. Вот у нас сумка, то есть ручка получилась готова. Как мы будем ее сейчас пришивать? Значит, берем нашу сумку и на вот эти части, которые высокие, которые выступают, мы будем к ним крепить. Значит, для начала нужна иголка с широким ушком. Можно пластиковую, можно металлическую, у кого какая есть. Главное, чтобы вошла рафия в это ушко. Надеваем. Так, вдели нить. И что мы делаем сейчас? Значит, мы вот с лицевой стороны берем и вот в это верхнее отверстие вводим иглу и протягиваем нашу ручку. Протягиваем где-то сантиметра 2-3, 2,5-3. Где-то так. Вот так вот она у нас будет повернута. Разворачиваем и просто пришиваем вот эту завернутую часть к самой ручке. Значит, иглой просто под петелечки попадаем аккуратно, чтобы не повредить саму рафию. И подтягиваем и закрепляем. И теперь сшиваем как можно плотнее, для того, чтобы не было видно вообще места соединения. Вот так у нас получилось, вот такое вот колечко. Видите? И теперь мы его прижмем и с одной стороны хорошенько сошьем, и потом развернем, с другой стороны то же самое сделаем. Вот так. Подхватываем петельки с одной и с другой стороны и просто сшиваем. Места сшивания их видно не будет, потому что рафия у вас того же цвета, как и сама ручка, поэтому аккуратненько сшиваем и закрепляем. Вот так вот я дошла до самого конца. И теперь переводим
нашу иглу на обратную сторону. И разворачиваем. И точно так же с этой стороны вот это место сшиваем. У кого ручки кожаные или кожзам, тем проще. Особенно если ручки на винтах, как в моей предыдущей сумке, по которой у меня есть мастер-класс. Там вообще закрутил болтики и все. Но здесь у нас рафия турецкая бюджетная, сумка по стоимости бюджетная, поэтому сюда кожаные ручки смысла нет ее удорожать, это изделие, поэтому сюда прекрасно подойдут ручки вот такие вот плетеные из самой же рафии. И все, еще стежок. И теперь закрепляем нить, прячем ее внутри при помощи иголочки. И все, одна сторона сумки, вот, то есть ручки у нас пришита. Вторую сторону пришиваем самостоятельно. Вот и все, сумочка готова. Вот такое у нее вот квадратное донышко, связано на основе бабушкиного квадрата. Вот такие у нее красивые стеночки зигзагом идут, поэтому она имеет разное название. Она имеет название зигзаг, она имеет название магнолия, она имеет название лилия, тюльпан, из-за того, что ее форма напоминает цветок, когда вот так ее раскрываешь, цветок с лепестками. Вот. А вот такие у нее ручки, связанные жгутом, который называется гусеница. Вот так у меня украшение идет авторской бирочкой. Все, сумка готова. И можно ее уже выгуливать. Всем, кому понравился этот мастер-класс, кому он пригодился, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и жмите колокольчик, потому что дальше будут еще очень много полезных и интересных видеоуроков. А сейчас всем пока!